Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Round Mix, и мы пока не отходим от темы интереснейшего и большого Киевского музея украинского прошлого. Это музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. Музей в первую очередь действительно очень интересный. Кроме того, он очень красивый. Ну и ко всему этому он еще очень и очень большой по площади. Каждый экспонат-постройка здесь это уже мини-музей. Мы отсняли во время своих прогулок много-много впечатлившего нас. Это и жилые хаты, и постройки хозяйственные, и пасека, и общественные строения, школа, сельская управа, корчма, кузница, конечно, мельницы. Это и ветряки, и водяные мельницы в Карпатах. Обязательно церкви. В каждом секторе музея были представлены церкви, достаточно интересные и очень древние есть среди них, 1600 какого-то года постройки. И церкви не только открыты на вход, но они еще и действующие, можно зайти посмотреть старинные иконы. И везде с документальной точностью воссоздавался интерьер и предметы быта, инструменты, утварь, посуда, одежда, украшения, ну, конечно, рушники. Уместить в одно видео все наши впечатления, эмоции и новые познания не получится, слишком яркие они были. Мы обязательно сделаем несколько обзоров разных территорий и секторов музея. А пока возвращаемся к теме украинских культурных ценностей и традиционных украинских символов. Это рушник и вышиванка. И сейчас я попытаюсь объяснить, почему эта тема так меня зацепила. Именно посещение музея в Пирогово дало определенное понятие нам, что именно вторая половина 20 века, создание Советского Союза, смешение народов, в какой-то степени даже преследование национализма, создание безнационального гражданина Советского Союза вытеснило из нашего сегодняшнего быта в повседневном обиходе рушник и вышиванку. Небольшое отступление по картинке, видимо, я сейчас говорю под изображение реально существующих рушников, дошедших. Вот такая вышивка дошла до наших дней. Так вот, возвращаясь к музею, представленные экспонаты и композиции музея четко показывают, что 16, 17, 18, 19 век в украинском селе вышиванка, в украинском народе вышиванка и рушник были неотъемлемые части всего образа жизни, всех праздников, всех рождения, крещения, свадьба, заручины, то есть сватанье, похороны, все было с рушником. Про 16 век утверждать не берусь, но с 17 века это точно. Возникает логичный вопрос, почему? Такая вышивка очень кропотливый и трудоемкий процесс и занимает очень много времени, им что, больше делать нечего было. Кроме того, к рушнику было очень уважительное отношение, он считался оберегом и считалось, что он помогает, защищает, оберегает и передает информацию о роде. Его надо было обязательно передавать следующему поколению и обязательно точно копировать, повторять вот эту вышивку очень точно. Почему? Ну вот мы, следующее поколение есть. Вот мы получили, до нас донесли с помощью музея Пирогова вот эти рушники. Мы их увидели. Давайте разбираться, что к чему. Смотрим. Узор на рушнике вышивался полосами. Тонкими, средними, очень широкими, с определенным орнаментом. Орнамент состоял из определенных символов, которые повторялись все время друг за другом. Мы вот здесь сделали подборку узоров, которые были характерны для определенных регионов Украины и поддерживались и сохранялись именно в этих областях. Но они были характерными и на вышитых рубашках, сорочках, то есть на одежде и на рушниках.
Сравниваем и видим, что есть символы, которые встречаются в любом регионе, есть символы, которые присущи определенной области. Кроме того, каждая область использует свои цвета, но, например, красный и черный встречаются практически везде. Еще можно увидеть, что в некоторых областях широкая полоса представляет собой больше рисунок, чем узор, но тонкие полосы в любом случае сохраняют вот эти вот геометрические фигуры и все время повторение. Четкие правила есть для вышивки, и, например, вот количество зернышек, ягодок надо оставлять такое, как положено. Ну вот, целиком подборка орнаментов, а мы смотрим еще детальней. Хорошо известны определенные виды узора, и до наших дней дошли знания о том, какие выделяют символы в этих узорах, из чего составляют узоры. Но при таком количестве повторений нельзя не сделать вывод, что наши предки все время использовали символы. Только не все предки, а те, которые создали эти узоры. А последующие поколения только копировали их и передавали как память и информацию. А зачем надо было так точно передавать и хранить? Да, судя по всему, создатели узоров точно знали, что через какое-то время их увидят и поймут эти символы. Ну, давайте мы попробуем понять, пользуясь сегодняшними знаниями и понятиями о символах. Из предназначения рушника делаем вывод, что символы относились к теме оберегать, защищать, направлять и помогать. Какие символы работают так в наше время? Давайте вспоминать. Например, светофор. Красный, желтый, зеленый свет помогают нам перейти дорогу, оберегают от возможных травм и направляют, в какое время уже можно переходить дорогу, а когда лучше стоять. А какие в наше время есть берегини рода и какие у них символы? Ну, берегини рода — это абстрактно, наверное, берегини общества. Первое, кого вспоминаем, врач, бережет наше тело, знак Красный Крест. Второе, священник, бережет наш душу, знак Золотой Крест. Третье, полицейский, бережет порядок, наш покой и наши права. Четвертое, военный, бережет наши земли и наши жизни от нападения врагов. Все эти символы, кстати, ко всем категориям таких людей наносятся на одежду. Ну и большое количество символов появляется в нашей жизни с развитием технического прогресса, потому что надо на маленьком по площади участочке изобразить максимум информации о каком-то действии или предмете, или назначении его. По аналогии, узоры вышивки вполне могли быть эмблемой служебной формы. Ну и сейчас есть символы для человеческого глаза и для восприятия технического средства, камеры, например. Вообще символ и у нас, и в вышивке передает либо характеристику, либо инструкцию. И передавать символ должен смысловое значение быстро и без контакта с человеком, без разъяснений. Зрительно должны увидеть и понять. Но вот такое вот выполнение техники вышивка не позволяет предположить, что она рассчитана на глаз человека. Вероятнее, это все-таки было для машины. И в современном мире я могу сравнить, например, с QR-кодом. Он тоже для быстрой передачи. А вот такой вот знак хорош для зрительного восприятия. И главное, что в современном мире я его уже видела. А в пользу высокого уровня технического прогресса меня склоняет стиль вышивки, применяемый в вышиванках. Вот на картинке в середине между двумя вышивками цветов показана девочка-аниме, выполненная пиксельной графикой. И становится понятно, что вышивка крестиком
показывает применение пиксельной графики. В общем, слишком многое здесь наталкивает на абсолютно невероятную мысль, но она логична, что создатели вышиванок и рушников находились на том же уровне технического прогресса и развития общества, что и мы. И, скорее всего, вот эти вот узоры наносились машинным способом, а ручным уже они потом только передавались к нам. А совмещение таких различных уровней развития может быть точно так же, как, например, если наши ученые или военные попадают в неизученные джунгли. Если принять как достоверные наши предположения и выводы, легко появляются ответы на множество возникших у нас вопросов. Например, откуда такая конфигурация входа? На сегодня достаточно. Оставляйте комментарии, ставьте лайки или дизлайки. И следующие вопросы и ответы в следующем видео. Всем пока!